с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости северо-восточного региона Украины, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта северо-восточной части Украины. Давайте по карте пройдемся. Это сводные данные. Начинаем, ну давайте сверху вниз, да. Город Чернигов. Также хочу обратить ваше внимание, это очень важно. Географическое расположение северо-восточной части Украины. Вот видим здесь граница, да, вот она, ну, на карте видна. Черниговская область, она граничит с Белоруссией, с Брянской областью и, по-моему, немного с Курской областью. Ну, может быть, ошибаюсь, напишите. Но мне кажется, с Курской областью там тоже немножко пограничный переход был когда-то. Дальше идет у нас Сумская область, которая граничит с Курской областью. Ну и понятно, что Харьковская область. То есть все крупные города областного значения находятся практически непосредственной близости к линии фронта, за исключением города Полтава. И вот давайте, учитывая данную географию, потом мы будем говорить о прогнозах, я буду высказывать свои предположения всего лишь, давайте пройдемся с цифрами, что же все-таки произошло с недвижимостью. Город Чернигов начинаем. Это колебательные процессы длиной 1 месяц. Период сравнения у нас, мы видим декабрь 2025 года, сравниваем с январем 2026 года. Итак, друзья, население 285 тысяч, это довоенное население. Кто в Чернигове живет, напишите мне. Я думаю, что сейчас население меньше стало. Думаю, что 1200, наверное, проживает. 1080, наверное, уехали все-таки. Ну, может, я ошибаюсь, напишите. Дальше, друзья, количество предложений, которые мы зафиксировали на рынке жилой недвижимости. То есть мы мониторим, я и компания Lim Consulting, мониторим все интернет-сайты, порталы и так далее, электронные доски, где выставляется для продажи недвижимость. В связи с тем, что последние 3 недели, наверное, да, выносится вся энергоинфраструктура области, не только Черниговской, но и Сумской, Харьковской, везде мы, друзья, видим, что как снижается активность по предложениям. Это связано банально с отсутствием электричества в розетке. То есть нет электричества, нет интернета. Естественно, люди не могут выставить на продажу свои объекты недвижимости, которые, в общем-то, продаются через интернет, еще раз повторюсь, сайт или там интернет-ресурсы. Мне это очень напоминает 1991 год, как только появился и начал работать рынок недвижимости Украины, это Верховный Совет принял закон о частной собственности, и квартиры, которые были не в частной собственности при Советском Союзе, не было прав собственности, частной собственности. Значит, люди стали приватизировать квартиры, ну, естественно, продавать, менять и так далее. Так вот, тогда квартиры продавались через газету, давались объявления в газету, или же расклеивались такие объявления на заборах, на досках объявлений, ну, на дверях, и где кто куда мог, тот туда и клеил. Вот такое сарафанное радио работало на рынке недвижимости. Похоже, мы возвращаемся в 91 год, но только тогда электроэнергии было много, она была почти бесплатная, а вот сейчас ее как раз и нет. Подсадили людей, все эти интернеты. Понятно, что все возвращается, так сказать, в те далекие 91-е годы. Итак, друзья, ну тогда не было войны, еще раз напомню, что бескровно Советский Союз развалился, и Украина была одна из самых богатых республик, которые входили в Советский Союз. Дальше, друзья, количество, ну, еще раз зачитаю, количество предложений 9 тысяч, что на 3,2% меньше, чем это было, так сказать, ну, каждый месяц уменьшается, чем было это в декабре 2026 года. Социальное жилье, вторичный рынок, здесь, друзья, внимание, рост плюс 1,02% за месяц.
То есть, кто смотрит меня, я давно уже говорю о том, что аномальный рост в Чернигове на протяжении 12 месяцев происходит, непонятно с чем связан рост стоимости квадратного метра, хотя область находится в такой очень-очень ситуации приграничная так сказать, с одной стороны Белоруссия, с другой Российская Федерация, и, в общем-то, нет у всех, так сказать, ну, объективные данные говорят о том, что здесь стоимость должна снижаться, но мы видим наоборот. Итак, социальное жилье выросло за один месяц на 1,02%. Вот тут внимание, видите, что произошло? Это впервые за 12 месяцев мы видим, что остальные классы и также первичный рынок стали показывать нам динамику снижения стоимости квадратного метра. Это впервые, друзья, за 12 месяцев. Кто смотрит меня, тот, в общем-то, помнит это. И я всегда удивлялся тому, что происходит с недвижимостью в городе Чернигове. Итак, эконом-комфорт, бизнес-класс. В данном случае вторичный рынок, снижение минус 0,16%. Первичный рынок, эконом-класс, снижение минус 0,23%. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс, снижение минус 0,14%. Итак, колебательные процессы, с чем они связаны, друзья, не знаю. Их очень сложно анализировать, но впервые за 12 месяцев, кроме социального жилья, все остальное жилье показало отрицательную динамику снижения. Переходим к городу Суммы, который, в общем-то, тоже рынок недвижимости меня, если честно, в январе удивил. Расскажу почему. Начнем с населения. 264 тысячи довоенные. Я так думаю, что сейчас 150 тысяч живет, друзья. Кто в Сумах живет, напишите. Визуально можно, в общем-то, увидеть, больше людей стало, чем до войны, или же меньше. Ну, может, я ошибаюсь. Количество предложений также снижается. Видим, 6390 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи. А вот здесь, друзья, что происходит со стоимостью квадратного метра? Она с какого-то перепуга начала расти. До этого периода, до января 2026 года, весь год показывал нам снижение в городе Суммы по всем сегментам и классам, снижение стоимости квадратного метра. И я говорю, что это ну, адекватное поведение недвижимости в прифронтовом городе. А вот в январе месяце, когда, в общем-то, и буквально боевые действия недалеко от Сум, когда нет света, да, холодно, с чем связано, не знаю. Честно, мы увидели рост стоимости квадратного метра. Давайте пройдемся. Социальное жилье выросло с какого-то перепуга на 0,88% за месяц. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, вырос на 0,70%. Первичный рынок квартиры эконом-класса выросли на 0,76%. И первичный рынок бизнес-класс вырос на 0,74% за месяц. Ничего себе, да, почти по проценту, друзья. Прифронтовой город Суммы впервые за 12 месяцев. Напишите ваши соображения, с чем это связано. Я понимаю, что это колебательные процессы, это еще ни о чем не говорит, как и в городе Чернигове. Колебательные процессы, отрицательная динамика, а здесь она положительная, все поменялось, да. Хотя, еще раз повторюсь, выборка, которая попала, которую мы исследуем, это 6390 объектов жилой недвижимости. То есть это, ну, вполне себе репрезентативная выборка. То есть больше 2000, это считается вообще супер. И при этом, при всем, мы отслеживаем по определенному алгоритму статистические данные. То есть мы отсеиваем или отсекаем вот этот белый статистический шум. И при всем при этом, еще раз констатирую факт, что город Суммы показал нам динамику роста. У кого есть какие соображения, напишите по этому поводу. Следующий город, друзья, Харьков. А вот здесь произошло все наоборот. 12 месяцев город Харьков нам показывал рост стоимости квадратного метра, а сейчас, похоже, медленно и уверенно динамика, так сказать, отрицательная будет. И давайте пройдемся по цифрам. Ну, во-первых, по населению 1,5 миллиона довоенное. Ну, сколько сейчас живет, никто не знает, но напишите. Я так думаю, что все-таки 1700, наверное, живет в городе Харькове, может, чуть больше. Но я думаю, что людей много уехало.
В общем, напишите. Количество предложений также сокращается. Всего лишь 37 500 объектов жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. Снижение по активности на 1,3%. Ну, я уже вам сказал, что нет электричества, нет интернета, поэтому, соответственно, меньше выставляется для продажи недвижимости. Нет просто физических возможностей. Социальное жилье. Видим, друзья, что продолжает дорожать, плюс 0,34%. В прошлом месяце рост был 1% в декабре месяце. Сравнивали мы ноябрь с декабрем. То есть такая вниз спадающая, затухающая динамика, назовем так это. То есть всего лишь на 0,34%. Дальше, друзья. Дальше вот то, что я вам говорил, все остальные классы, сегмент также первичный и вторичный, показали нам уже динамику снижения, как и в городе Чернигове. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок, снижение минус 0,42%. Первичный рынок эконом-класс, снижение минус 0,36%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,11%. Ну и первичный рынок элитный класс, снижение минус 0,14%. То есть констатируем факт, что вся недвижимость, за исключением социального жилья, в январе месяце показала динамику снижения. Где-то больше, где-то меньше. Переходим уже к прифронтовому городу Полтава, но здесь все понятно. Здесь, как я говорю, что все миграционные потоки проходят через город Полтаву. Именно не эмиграция, это вне страны, а миграционная, внутри страны. То есть с Чернигова, но с Чернигова вряд ли, наверное, убегают люди, а вот с Сумы, Харьков, да, город Полтава, относительно бюджетное жилье, недорогое и относительно спокойно, ну, с точки зрения удаления от фронта. Итак, население 284 тысячи. Напишите, сколько сейчас, по вашим предположениям, там, я думаю, что 1200 там все-таки проживает, может, чуть больше. Количество предложений 9770 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, что также снижение минус 0,08% за месяц. Социальное жилье, друзья, подорожало на 0,86%. Эконом-комфорт бизнес-класс, это вторичный рынок, подорожало плюс 0,90%. Первичный рынок квартиры эконом-класса подорожали, друзья, на 1,45%. Ничего себе, почти на 1,5% за месяц. Ну и комфорт бизнес-класс подорожал на 0,71%. То есть город Полтава единственный город в северо-восточном регионе, который нам традиционно показывает на протяжении уже больше года рост стоимости квадратного метра. С чем это связано, я уже вам объяснил. Это мое предположение, что все-таки люди переезжают именно вот в этот город, потому что более безопасно, и он ближе к центру Украины. И, естественно, бюджетная аренда, ну, с Киевом не сравнишь, друзья. Итак, подводя итоги по всему региону, сравнивая январь 2026 год с декабрем 2025 года, очень быстро давайте пройдемся на примере социального жилья. Харьков $586 за квадратный метр, рост плюс 0,34% за месяц. Город Полтава $587 за квадратный метр. Друзья, ну не впервые, это уже на протяжении, по-моему, 3 или 4 месяцев я вам об этом говорю, что город Харьков сравнялся с городом Полтава по стоимости квадратного метра. Такого никогда не было, то есть разница была, начиналась там от $200 за квадратный метр, больше в Харькове было. А вот потом во время войны, видите, как здесь обесценивается недвижимость в Харькове, ну вы знаете по каким причинам, а город Полтава стал немного подрастать по стоимости. Рост за месяц плюс 0,86%. Город Чернигов, друзья, $493 за квадратный метр, социальное жилье рост плюс 1,02%. Ну и город Сумы $457 за квадратный метр, и впервые за 12 месяцев с какого-то перепуга показал нам динамику роста плюс 0,8%.
88% за месяц. Общее среднеарифметическое число по 4 областным городам, центрам $531 за квадратный метр, что показало динамику роста за месяц плюс 0,76%. И, соответственно, видим индекс положительный, единичка 0,0.